Приветствую всех по ту сторону экрана. Вы находитесь на канале Shelter 923. Рассмотрим очередную большую тему, которая заявила о себе и продолжает говорить о себе во многих фильмах, компьютерных играх, мультфильмах и сериалах. Тема конца времен. Оно же смена эпох. Оно же конец времени империи. Это видео, поиск информации, написание текста, монтаж заняло часы и часы трудов. Если у вас есть желание поддержать меня копейкой, в описании к видео размещены реквизиты. Мои слова не истина в последней инстанции, имейте в виду. Проверяйте сами и думайте сами. Код 923, или он же 239, также его вариации. Часто встречающийся набор цифр в медиа. Это может быть номер телефона. Проезжающие машины в фильме. Это цена продукта в сериале. Это время на выполнение какого-то бы ни было действия в игре. Это номер комнаты в мультфильме. И многие другие вариации, которые присутствуют во множестве всего того, что мы смотрим каждый день. Если вы не видели наблюдения этого кода, проходите по ссылке в описании в плейлист со всеми моментами с этим числом. Некоторые люди уже давно обратили внимание на этот код. Самостоятельно ищут его и выкладывают всем желающим ознакомиться, в том числе я один из них, кто так делает. Варианты трактовок, что же это все значит, множество. Мнения розница, но у всех их есть один общий момент. Это нечто важное, крупное. Возможно, самое крупное, что случалось на этой земле. И это касается каждого. Именно по этой причине этот код всовывают везде, чтобы все обратили внимание. Это, как лично мое мнение, знак предупреждения. Чтобы потом у вас, людей, не было вопросов. Встречались варианты трактовок и про 23 сентября, 23 ясно почему, а 9 это 9 месяц, он же сентябрь. Такую даже формулировку можно было встретить в некоторых фильмах. Там так и говорится 23 сентября. Что такое 239? И тому подобное. Также хорошо отличительная черта, когда начинаешь копать эту тему, возникает символ. Символ солнечного затмения. Оно же черное солнце. Слышал, даже считается проклятием это самое черное солнце. И это важный символ в ритуалах древнем, как сам мир. Я видел, как люди находят черное солнце везде. Но эта тема не возымела практически никакого успеха. Просто прошли мимо. Даже те, кто копает. Но я так не считаю, что тут ничего нету. Далее я объясню почему. Конечно, важно также понимать про вариации этого кода. Это и 329, и 932, и тому подобное. Вариаций не так и много. Бывает даже 9203, специально вставляют 0, но мы его не учитываем. Я делал уже давненько свои наблюдения по черному солнцу. Есть целое видео, смотрите по ссылке в описании. В виде примера с того видео вот момент. Популярная японская группа Baby Metal не смущаются ни капли и ничего не скрывает. Здесь прямым текстом черное солнце и повсеместные разрушения. Многие люди просили меня обратить внимание на клип B2 «Черное солнце». Но не из-за самого черного солнца, а из-за кода 923, которое огромными цифрами вывели нам на экран, но никто не обратил внимания. Потому как не понимают, что они видят. Сами B2 определенно, можно сказать, прекрасно знают об этом коде и о том, что же там на горизонте маячит. Какое глобальное событие грядет. Представляете, захожу я посмотреть клип B2 «Черное солнце». И сама группа оставляет ключ для понимания, что в этом клипе происходит. Они прямым текстом заявляют о смене эпох. Я скопировал текст себе для этого видео. Стоило мне зайти через недельку снова в комментарии этого видео, и уже он был удален. Просто удалили, и все без следа. Вот дословный удаленный комментарий. Привычный мир никогда не вернется. Если две звезды, движущиеся по направлению друг к другу, столкнутся, то на их месте появится одна новая. Впрочем, тут есть одно но. При достаточно большой массивности этих звезд, на их месте образовывается черная дыра, жадно поглощающая все, что встретит на своем пути. Хотел бы тут задержаться, про черную дыру.
Я сначала думал, что это не солнце везде черное, а именно черная дыра. И есть доказательства со сверхпопулярной игры Fortnite. Там был ивент в рамках конца 11 сезона под общим названием «Конец». 11 тоже очень интересное число. Вспоминаем хотя бы тоже 11 сентября. Там треснуло небо, и черная дыра всех игроков засосала. Продолжаем текст с удаленного комментария. Столкновение эпох, времен, поколений несет схожий характер. При построении нового мира в любом случае произойдет взрыв и разрушение старых основ. Император, великолепно сыгранный Левой Би-2, олицетворяет прежний мир, элегантный, красивый, гордый, но с оттенками безысходности в глазах. Он больше не может держать под контролем то, чем владеет. И теперь по коридорам его дома бредет оно, новое время, хромающее, темное, неустанно дышащее в спину. Император не может противостоять новому времени, потому что это против законов Вселенной, да и сам он уже достаточно слаб. Остается лишь передать эстафету и покинуть свой пост. С этим ничего не сделаешь, никак не переиграешь. Такова сущность смены эпох. На первый взгляд кажется, что танец выбивается из общего ритма действия. Пластичные движения императора в пустом зале действительно выглядят бодро и даже комично на общем серьезном фоне. Однако именно здесь происходит настоящее обострение всей ситуации, кризисная точка, после которой возврата нет. Это танец отчаяния. Танец скорбь перед неизбежным. Последняя сцена наиболее важная. Место действия выходит за какие-либо рамки. Вдали стоят готические замки и храмы. Башня, напоминающая лондонский Биг Бен. Прежний мир уходит навсегда. Все вокруг обретает серый тон, а над головой висит черное багровое солнце, символ наступающей мучительной ночи и неизвестности будущего. Вот такой комментарий. Прежний мир уходит. И черное солнце – прямой символ заката этой эпохи и начала новой. В Википедии также есть немного информации об этом важном символе. Эзотерический оккультный символ, широко используемый современными неонацистами, националистами, а также некоторыми лноязычниками, эзотериками и сатанистами. Впервые появился в Третьем Рейхе на мозаике в замке Вювеллерсбург, когда в нем находилась офицерская школа и оккультный центр СС. Его связь с оккультной концепцией Черного Солнца и соответственное название появились под влиянием популярного немецкого романа, впервые изданного в 1991 году. Давайте рассмотрим трейлер третьего сезона от корпорации HBO, сериала «Мир Дикого Запада». Нам показывают некую сферу, на которой происходят переломные события для мира. Сама же сфера, как отметили некоторые, похож на коронавирус в приближении. Эти шипы, на которых происходят события, якобы сама корона. Под конец трейлера нам показывают символ Черного Солнца. События, которые приведут к смене эпох. И вирус, на котором все изображалось, ключевой момент для всех событий. Важнее всех этих мелких. Это лично мое мнение. Именно так я прочитал трейлер. Также обратите внимание на вот эту фотографию. Это задержание Флойда. Того самого, которого полицейский убил, применив удушающий. Из-за этого события по всему США происходит сейчас настоящий контролируемый хаос. И все это раздувается СМИ и всячески поддерживается властями, подтверждая, что они все заодно. Все за смену эпох. На этой фотографии огромная шестерка и на машине 23. Ключевое событие. То, что оно ключевое, сложно отрицать. Размах действительно огромный. Какая поддержка? Плавно переходим к фильмам. Знаете такой фильм, как «Сквозь снег»? Эта картина один большой символ, пародия на наш, конечно условно, наш мир. Где бедняки – это мы, прорываемся в самый верх. В случае фильма в самое начало, кто управляет всем. В конце же происходит авария локомотива. И в самом конце выживает, грубо говоря, азиатка и темнокожий мальчик. Вспоминаем про меньшинства и феминизм. В конце смены эпох на вершине будут они. И с этим сложно не согласиться. Этот толерантный маразм во всем и везде. Цензура и прочие проявления фашизма. Как-то у главы Твиттера спросили. Сам Твиттер контролирует, что люди пишут.
Ответил он, что это не так. Сами люди выбирают, что читать и писать. Если это так, то просто контролируй умы этих людей через СМИ, и они сами будут цензурировать все вокруг. Этакий идеальный, самоконтролируемый процесс, ведущий к полному отсутствию свободы слова. Давайте вспомним про карты Иллюминаты. Те самые загадочные карты, вышедшие в 1995 году, в которых полный и подробный план до конца времен. Там есть колода «Новый мировой порядок». Так мы точно узнаем, что именно будет в дни конца. События, ведущие к краху нынешней системы. Смене эпох, сначала войны, расизм, антисемитизм, голод, эпидемии, смерти, уничтожение понятия гетеросексуальный белый мужчина, вознесение женщин, темнокожих, азиатов и меньшинств, рост недоверия к властям. Все больше людей станет интересоваться эзотерическими знаниями, тем, что давно потеряно, контролируемый хаос по типу протестов в США, и не только по поводу беспредела полицейских. И каждое такое событие, не скажу про все сразу, но зачастую несет в себе это число. Все эти события связаны и ведут к одному и тому же. С этим понятно. Вот, к примеру, клип популярной, даже очень группы Bring Me The Horizon, название песни Fall of You. Тут и беспорядки, и темнокожие держат на прицеле полицейских. Вспоминаем, что сейчас происходит в США, и солнечное затмение, и даже последствия радиации, обрушение небоскребов. Хотелось бы отметить еще такой важный момент. В США жгут церкви, конечно, не повсеместно, но я в своих предыдущих видео говорил, что будет уничтожение религий. Можно предположить, что это зачатки переломного момента, а вернее одни из них. И под слова «мы направляемся в ад» происходит на заднем плане атомный взрыв. Клип показывается в самый последний момент. Есть такие интересные слова из Библии. И абсолютно неважно, верите вы этой книге или нет. Это настоящий путеводитель по концу времен. Чуть ли не детализированный. В Матфея 24 главе, 22 стихе, «И если бы те дни не были сокращены, то не спаслась бы никакая плоть. Но ради избранных те дни будут сокращены». Я осмелюсь предположить, что эти самые дни на носу. И вот какой странный парадокс. Все в этой системе делается так, чтобы ты спал. Ничего не видел, молчал, делал, что тебе велят. И одновременно все происходит так, чтобы ты проснулся. Все эти беспределы в органах и в более высшей власти никак не могут пройти мимо, не вызвав возмущения людей. Дэвид Айк сказал, что все, что находится на дне, все тайны и секреты, весь этот ужас поднимется наверх, и все увидят, что происходит на самом деле. Вот, к примеру, интересное с точки зрения скрытых смыслов выступление Мадонны на Евровидении. И разрушение на заднем плане. И сама песня, от которой я немножечко в шоке. Не все смогут находящиеся здесь выжить. И все такие в зале «Ура! Ура! Какой же идиотизм!» Согласитесь, маразм в высшей степени. Пламя валит всех на сцене. Вероятно, символ, что вот эти люди, живущие в розовых очках, белые одежды, которые также с противогазами, гибнут от взрывов или что-то подобного. Также на заднем плане видим узор с лампочек по бокам сцены, вспомнился американский флаг, а именно звезды. И начинаем понемногу понимать, где это пламя разразится. Текст в одной из песен дальше в выступлении. Не все окажутся в будущем, не все извлекают уроки из прошлого. Не все смогут попасть в будущее. Не все, кто здесь есть, останутся в живых. И сцена усыпана символом, как я понял, точно неживыми людьми. На огромном экране полыхает огонь. Этот огонь сменяется руинами. Небоскребы и статуя свободы. И это не просто символ США, статуя свободы в данном моменте. Есть еще куча намеков именно на Нью-Йорк в музыке и фильмах. Что это именно этот город показан. И что-то очень нехорошее там должно произойти. Также вот такой момент, не лишенный смысла. Мужчина и женщина, поддерживая друг друга, а на спинах у них флаг Израиля и Палестины. Вспоминаем Израиль, палестинский конфликт, который продолжается многие годы. И план века Трампа,
который якобы должен мир принести в эти земли. Конечно, в Палестине послали Трампа куда подальше, но посмотрим. Вдруг план еще переделают. И настанет на земле, как сказано в Библии, мир и безопасность. Конечно, это будет вранье. Давайте рассмотрим пару интересных мыслей из книги, которую я совсем недавно для себя раскрыл. 7 секретов синхроничности. 23 в массе своей – это разрушение, смерть. Первые исследователи связывали это число именно со смертью. Уильям Берроуз и Роберт Антон Уилсон. 9 – это кризис и чрезвычайное положение дел в ближайшем будущем. Что насчет науки и математики? И здесь 23 подтверждает свою загадочность. Каждый из родителей передает зародышу по 23 хромосомы. Геометрия Евклида строится на 23 аксиомах. 23 – первое число, в котором обе цифры являются простыми числами, а их сумма также составляет простое число. Кровь совершает полный оборот в организме за 23 секунды. Каждая 23-я волна, ударяющаяся о берег, в 2 раза больше средней волны. Первая высадка человека на поверхность Луны состоялась в море Спокойствия на 23 градусе восточной широты, вторая – в океане Бурь на 23 градусе западной. Высадки производились с кораблей Аполлон-11 и Аполлон-12. 11 плюс 12 равно 23. Земле требуется 23 часа 56 минут, чтобы совершить один оборот вокруг своей оси. Наклон земной оси относительно плоскости вращения планеты составляет 23,5 градуса. Цикл физических биоритмов человека составляет 23 дня. Нерегулярности в структуре ДНК появляются каждые 23 ангстрома. В теле человека 23 межпозвоночных хряща. Гармоническая конвергенция происходит каждые 23 тысячи лет. Геосинхронная орбита располагается на высоте 23 тысячи миль над поверхностью Земли. Осеннее равноденствие обычно приходится на 23 сентября. Буква W – 23-я буква английского алфавита. Согласно нумерологии, WWW – всемирная паутина. Расшифровывается как 23 плюс 23 плюс 23. Опять-таки, мы хотели бы подчеркнуть, что синхроничные блоки с числом 23 вовсе не означают скорую смерть, что вы прокляты или что-нибудь в том же духе. Но они могут намекать на периоды серьезных перемен. В сериале «Остаться в живых», состоящем из целых слоев синхроничностей, число 23 связано с множеством странных фактов. Аушианик 815-8 плюс 15 равно 23. Посадка на рейс осуществлялась через выход 23. Джек сидел на месте под номером 23А. Роуз и Бернард сидели в ряду 23. В Сиднее Хеорли и жил в гостинице на 23-м этаже. Награда за поимку Кейт составляла $23 000. Одно из чисел в комбинации, благодаря которой Хеорли выиграл в лотерею и был открыт люк. 23 4 8 15 16 23 42. Бен выпустил Карла из комнаты 23. Это были слова из книги «7 секретов синхроничности» Роба Макгрегора. В клипе поп-идола Рианны «Bitch Better Have My Money» присутствует символ в виде старой машины. Это своего рода старый уклад вещей, то есть эпоха прямо сейчас, устаревшая. И носит она номер 239. Потом эта машина горит, символично подтверждая, что прежняя эпоха сгорит дотла. И что число 239 тесно связано со всем этим глобальным вопросом. В фильме «Джокер» 2019 года, который просто взорвал все пьедесталы. Если говорить про общую картину фильма, это застой во власти. Зажиточные и богатые. Пропасть между бедными и богатыми. Вокруг люди жестокие. И все идет к бунтам. Напоминаю, фильм снимался символично в Нью-Йорке. Опять вспоминаем, что же там сейчас в США. Я почти уверен, что Джокер был планом. Предупреждением, что буквально сразу и пришло. В самом начале фильма Джокер держит в руках табличку с надписью «Прежнее должно уйти», подтверждая мои мысли в корне. Музыкальный клип еще одного поп-идола Кэти Перри «Chained to the Rhythm». Тут и люди как роботы двигаются, и бег в колесе,
И самое важное, ключевой момент, из телевизора вылазит паренек, который прямым текстом говорит нам инсайдерскую информацию. И у вас еще ума должно хватить ее не пропустить. Сами понимаем, кого смотрим. Эй, там, на высоких постах, лжецы. Время идет для всей империи, правда, которую они пытаются скормить, слаба, как и уже не раз до этого. А мы уже готовы к бунту. Они пробудили нас, разбудили львов. Вот этот короткий текст говорит, во-первых, время для всей империи, вероятно, на исходе. Они лжецы, и они повсюду. То, что они пробудили к бунту, собственноручно, это факт. Контролируемый хаос. Всем кажется, что это безумие бесконтрольное, все эти бунты на улицах Сиэтла. А нет, все запланировано и идет как и шло. Лично я уверен, что смена эпох реальна, и она на носу. Все, что сейчас происходит активно, движется к переломному моменту. В этом видео было много наблюдений. Если у вас есть еще, или же хотите меня поправить или дополнить, пишите в комментарии. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии. Ваша подписка – бесценный вклад в развитие многих людей. Всем до встречи!